Польше стартует масштабный протест фермеров. Они собираются блокировать сотни дорог по всей стране. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. В Белгородской области начинается масштабная эвакуация. Путин при этом говорит, все идет по плану. Все эти попытки провалились. Росгвардия наносит удар по Парижу. Москва направила во Францию оловянные войска. Как ответит Макрон? Это воины России. В Пентагоне озвучили потери российских оккупантов. Вашингтон обещает Киеву поддержку, а Варшава и Германия активируют коалицию бронетехники. Россия заплатила ошеломляющую цену за имперские мечты Путина. Доброе утро, друзья! Для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Берлин не может сказать ничего нового относительно поставок Украине ракет «Таурус». Однако Германия обещает Киеву снаряды и бронемашины. Министр обороны ФРГ Писториус заявил, что его страна подготовила новый пакет военной помощи стоимостью 500 миллионов евро. Кроме того, уделяет внимание и украинской ПВО, с которой, по сообщениям западной прессы, есть проблемы. Издание The Telegraph сообщало, что у Киева ракеты для противовоздушной обороны могут закончиться уже в конце марта. Норвегия уже некоторое время является частью нашей коалиции по наращиванию потенциала, которую мы возглавляем вместе с Францией. Что касается противовоздушной обороны, сейчас в этой коалиции в общей сложности 15 стран. Мы хотим и будем работать вместе, чтобы Украина могла расширять и развивать свои возможности ПВО в долгосрочной перспективе. Глава Пентагона во время заседания Рамштайн говорил про аппетиты Путина, который не хочет останавливаться на Украине. Поэтому вариантов немного, и именно Украина должна остановить Москву. Россия заплатила ошеломляющую цену за имперские мечты Путина. Как минимум 315 тысяч российских военных были убиты или ранены с тех пор, как Путин начал полномасштабное вторжение в феврале 2022 года. Россия растратила до 211 миллиардов долларов на оснащение, развертывание, содержание и поддерживание имперской агрессии против Украины. Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель предлагает ЕС использовать 90% доходов от замороженных в Европе российских активов на закупку оружия для Украины. Кроме того, из Польши тоже были отправлены сигналы Москве. Варшава и Берлин уже 26 марта займутся обеспечением Украины бронетехникой. 26 марта Польша и Германия активируют коалицию бронетехники для поддержки Украины. Это одна из самых важных коалиций, которая была сформирована. И именно Польша и Германия стали ведущими странами этого проекта. К нам готовы присоединиться еще Великобритания, Швеция и Италия. Украинская разведка помогает русскому добровольческому корпусу, Легиону Свобода России и Сибирскому батальону. Это обязанность Украины. Об этом заявил официальный представитель ГУР Андрей Юсов. И такая помощь, по его словам, понятна. Россияне помогают воевать украинцам против путинского режима, поэтому и украинцы должны помочь россиянам освободить Россию от Путина. Тем временем кремлевский диктатор, вы не поверите, говорит, что никаких потерь Россия не несет. А РДК, Свобода России и Сибирский батальон в проигрыше. Все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей противника, зарубежных наемников, они тоже активно применяются, да и всякого рода отребья, которое по разным каналам оказалось на территории киевского режима, все эти попытки провалились. По-видимому, не совсем согласен с Путиным губернатор Белгородской области Гладков. Его РДК вызывали на встречу, чтобы отдать пленных россиян. Тот, конечно же, набрал в рот воды и никуда не явился. Однако заявил, что занят сейчас эвакуацией населения.
По старой русской традиции все идет по плану, все под контролем, потерь нет, и они еще ничего не начинали. Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем. Сейчас планируем вывоз порядка 9 тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района. Договариваемся с коллегами губернаторов. Вот 22 числа 1200 детей едут в Пензу, в Тамбов и в Калугу, дальше Ставропольский край. В РДК говорят, что они постепенно продвигаются в Белгородской и Курской областях, а Кремль таки, пытаясь защититься, перебрасывает к приграничью новые подразделения. Путинский режим в очередной раз демонстрирует неспособность противостоять подобным действиям, неспособность сконцентрировать силы и средства для того, чтобы уничтожить то, что его серьезным образом беспокоит. Мы понимаем, что этот рейд беспокоил, поскольку он произвел резонанс не только среди российских силовиков, которые это обнаружили и не смогли справиться в первое время. Я точно понимаю, что хотели бы уничтожить быстро. Точно понимаем, что не получается сконцентрировать силы и средства, что те силы и средства, которые вроде бы были должны противодействовать такому рейду, эти силы и средства не сработали, разведка не сработала, не сработали те, кто должен был останавливать. Мы видим, что около 3 десятков или даже больше, по другим данным, взято в плен военнослужащих Российской Федерации. Пока в Белгородской и Курской областях непросто, Росгвардия решила устроить прожарку Макрону. Ударить, так сказать, мощно и так, чтобы наверняка. И отправили в Париж войска. Теперь ждут, когда президент Франции получит их набор солдатиков и машинок. Иронизируют, мол, чтобы наигрался и оставил в покое Святую Русь, иначе каждый, кто с мечом на Москву придет, от меча и погибнет. Вспомнили и Наполеона в письме Макрону. Говорят, что у французского лидера комплексы. К истории обратились, да вот о сгоревшей Москве ни слова. Отреагирует ли Макрон на оловянных солдатиков? Интересный момент, но напомню, что переполох в Кремле произошел после того, как президент Франции неоднократно повторил, что не прочь отправить настоящих солдат в Украину, чтобы дать отпор россиянам. Пошлины на импорт зерна из Беларуси и России готовятся ввести Евросоюз. Financial Times пишет, это необходимо для того, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены ЕС. Издание уточняет, что это будет первым ограничением на продовольствие с начала полномасштабной войны. Авторы издания, ссылаясь на свой источник, сообщают, что Брюссель долгое время сопротивлялся давлению со стороны Польши и стран Балтии, которые требовали ограничить российский и белорусский импорт, утверждая, что такой шаг может нарушить работу мировых продовольственных рынков и нанести ущерб развивающимся странам. Теперь же ситуация изменилась. В ближайшие дни Европейская комиссия объявит о пошлине в размере 95 евро за тонну на зерновые из России и Беларуси. Это приведет к росту цен минимум на 50%, что уничтожит спрос. Тарифы в размере 50% также будут установлены на семена масличных культур и продукты их переработки. В Кремле расстроенный Песков говорит, что после этой публикации добавилось работы, придется анализировать и подсчитывать. Мы видели эти сообщения, предстоит проанализировать, насколько и в какие сроки это будет реализовываться и будет вообще. Потом уже будем, конечно, делать какие-то выводы. Удача не на стороне российских моряков. Что ни день, то происшествие. На этот раз не с Черноморским флотом. Наверное, облегченно выдохнули в Севастополе, а в другой точке на карте. Вот, например, под Калининградом произошла внештатная ситуация на борту траулера «Капитан Лобанов». Вспыхнул пожар, погиб 1 человек. Это официальная информация от главы пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрия Лыскова. Деталей немного, сообщают о нескольких пострадавших, которым будет оказана помощь. Стоит отметить, что это уже не первое приключение капитана Лобанова. 3 года назад траулер уже чувствовал дно Балтики, тогда судно уронили при подъеме на берег, и оно получило повреждения.
США и Япония предложили резолюцию Совета Безопасности ООН, в которой говорится о том, что страны мира должны соблюдать договор, запрещающий размещение ядерного оружия в космосе. Такие разговоры и призывы не безосновательны. Буквально в феврале в американской разведке появились разговоры о том, что уже в этом году Москва собирается отправить в космос ядерное оружие. Вопрос о космическом пространстве. Позвольте мне внести ясность. Любое размещение ядерного оружия на орбите Земли было бы беспрецедентным, опасным и неприемлемым. Государства-участники должны взять на себя обязательство выполнять наши договоренности по 4 статье Договора о космосе, и мы должны призвать все государства-члены, которые еще не являются его участниками, незамедлительно добиться этого. Кроме того, в США говорят, что они готовы участвовать в двусторонних дискуссиях по контролю над вооружениями с Россией и Китаем без предварительных условий. Они ждут положительного ответа и готовности сесть за стол переговоров. В Кремле на эти призывы ответили так. Президент Путин ранее уже говорил о возможности в нынешних условиях переговоров с обсуждением всего комплекса тем безопасности. На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором канала. А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.